Всем привет! Это видео о нашем автопутешествии из Украины в Грецию, и мы покажем вам наши 10 дней, проведенные в Аттике. Боже, как я люблю этот дом, я его просто обожаю. Его, наверное, все любят. Раньше вот в этой оранжевой комнате спала мама и Алиса, ну и бабушка, так как создания были в голубой. Но в этот раз будет спать Света и Алиса, а мама в голубой. Вот та самая голубая комната, которая мне, между прочим, больше всех не нравится. Но мама ее себе забрала. Дальше вот мы выходим с той комнаты на балкон и направляемся в середину дома, если так. Я уже показывала, да, этот дом вам в прошлых видео, в прошлом августе. У нас сегодня частный пляж. Пока мы дошли из дома до моря, солнце спряталось, стало пасмурно, и на пляже кроме нас никого нет. Я очень люблю эти тихие, спокойные пляжи, как и Таласу. Надеюсь, что погода нас не подведет за эту неделю, которую здесь Света будет. Я буду дольше, но она будет неделю примерно. И что будет солнышко, и мы тут позагораем нормально и везде поездим. В дом Ставроса мы приезжаем уже второй год и надеюсь, что не последний. Закрыто. А мы заходили, ставили свечечки. Тут можно было оставить денежку за свечки. За эти дни дети с крестной очень много готовили всяких вкусняшек, пиццы, тортиков. Ну что, завершение нашего сегодняшнего дня. Вот такой шикарный ужин, суши и пицца, которую приготовила крестная Света с детками. А букетик какой я вам поставила вообще, вы видели? Цветочки, да. Все, всем приятного аппетита. Это наш отдых. За отдых. Тая занималась музыкой. А ночью наша скала вот так вот красиво подсвечивалась этим зеленым фонариком. Быть здесь с машиной замечательно, потому что ты не привязан к одному месту. Мы едем сегодня в Лаврион, но решили не поехать по трассе в сторону Афин, а едем специально по серпантинам над морем и останавливаемся в таких безумно красивых местах, как это. Пляжи еще пустые, туристов нет, никого нет. И это просто такая красота, дикая природа, Греция, потому что летом сезон здесь все изменится и людей будет достаточно много в таких местах. Лаврион. Один человек. Вот Тая со мной спорит, говорит, что здесь не глубоко. Я говорю, что это порт. Стоят лодки, глубина очень большая. Тебе здесь с крышкой будет. Лаврион маленький городок. Здесь буквально набережная, порт красивый, яхты, кафешки, таверны. Ну и все, смотреть больше нечего. Мы сейчас здесь немножко погуляем. Возможно, за ним найдем какой-то пляжик, полежим пару часов. А потом отсюда уже отправимся дальше на мыс Сунион. Я растерялась, какую вид выбрать себе. Самую большую. Машину оставили на паркинге, давай руку. И поднимаемся мы вверх туда, к храму Посейдона. Так вроде недалеко кажется, ну посмотрим. Наша машина, кстати. А вот этот пляж, на котором мы только что были. Сюда на мыс Сунион лучше приезжать вечером на закат солнца. Именно на закате открывается очень красивый вид на все эти пляжи. А это руины храма Посейдона на мысе Сунион. Ветер поднялся. Я скажу, что сейчас вечером мне в свитере совсем не жарко, комфортно. А мне в майке.
Мы, конечно, вряд ли дождемся заката, потому что он где-то в 8 вечера, а сейчас, наверное, только 6 или 5 даже. Более подробное видео этого и других дней вы можете найти на моем канале в плейлисте «Греция». Термальное озеро в Ульягмене находится в пригороде Афин. Теплые воды поступают в озеро с глубины от 50 до 100 метров и имеют температуру от 22 до 29 градусов Цельсия. Водичка прохладная такая. Холодно немножко. А главной особенностью этого озера являются рыбки гарраруфа, которые делают вам пилинг. Это очень щекотно. Более подробно о ценах я рассказала в видео, которое называется «Термальное озеро в Ульягмене». Обязательно посмотрите. Иди к Свете, давай ручку, поплывем вместе. Что? Да это так кажется. Быстренько окунись, и будет нормально. Мы же зашли с Алисой, и Света зашла. Я встала всегда, чтобы голову помыть. Ну и что? Кому нужна твоя голова? Здесь пресная вода. Сейчас очень тепло. Вот там сзади градусник, термометр, и вода 25 градусов сегодня. Вообще не холодно. Я вот уже 40 минут в воде сижу. Первое впечатление, когда заходишь, вот ноги опускаешь, да, оно прохладно. Но сейчас вообще нет. А таешь это тут. Озеро термальное. И здесь из глубины бьют ключи. И они постоянно одной и той же температуры круглый год. И зимой точно так же. Плывет сам ребенок, да? Скажи, давай, давай. Здесь, в этой зоне, сегодня вообще никого нет. Такое место для уединения. Опускайте ноги, не шевелите. И рыбки приплывут к вам. Алиса, к тебе рыбки пришли? Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been... А мы приехали в Афины. Тая, запомните улицу, где мы оставили машину, чтобы потом сюда вернуться, в это место. Так как в Акрополе мы все уже были, мы сегодня в него не пойдем. Но мы хотим подняться на холм, который называется холм Филопаппа. И с него открывается очень красивый панорамный вид на сам Акрополь. Мы сегодня по погоде. У меня платье длинное волочится. Дождь обещали целый день. Ну, это не проблема. В общем, будем как-то выходить из ситуации. Если что, пойдем в кафе. Люди гуляют еще, по-моему, там. Это те, кто сверху спускается. Чем выше, тем уже вид на город красивее становится. Красиво очень, город видно, но это не то место, куда я изначально планировала. Мы сейчас дойдем до конца тропы, и, возможно, там уже будет тот вид на Акрополь, который мы хотели. Позади нас видно море, и где-то в этих афинских кварталах внизу осталась наша машина. Главное ее найти. Да. Смотрите, как красиво. Мы потихонечку идем вниз в сторону Плаки. А потом в магазине купим конфеты. А потом Света обещала Алисе конфету, но я бы ей лучше дала по попе. Это удивительное место находится в Монастыраке. Все здесь создано по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». И когда мы приходим сюда, наша Алиса кричит: «Мама, это мое кафе, кафе Алисы». Если вы будете в Афинах, обязательно рекомендую посетить это место, даже если у вас нет деток. А с детками так тем более. Кафе называется Little Cook. Там такое... Что ты видела там? Сядем внутрь, потому что здесь прохладно. Тихо. Это волшебная комната детская, да? Да, можно я здесь поеду? Мы зашли в волшебный туалет, скажи, да, мама не смотрит, куда мы идем. Да,
такая говорит, как съесть такую большую порцию. Мама поможет. Мама не поможет, мама не по мороженому. Я тот человек, который с детства не любит мороженое. Алиса говорит, что здесь был чебурашка, и он потерял апельсинки. Алиса их нашла. Наши вечера в Кератее с видом на море. Спасибо, добрая девочка. Каждый день мы стараемся проводить по-разному и бывать в новых местах. Когда я хочу снять что-то красивое, дорогу или море, у меня за рулем свет. Ищем безветренное место в скалах. Проходи, Алиса. У нас еще одна попытка найти какое-то место безветренное, но просто невозможно. Там, где скалы, где мы только что были, там тоже ветруган такой хороший. И вот тут катаемся вдоль моря. Сейчас еще есть вариант один. Я так понимаю, тоже нет. Тоже ветер сильный? Да, ветер, и там неудобно, мне кажется. Очень холодно. Место красивое. Empty hearts and neon lights. Кума сдавала назад, закинула меня в кусты. Это просто капец. Я улетела в елки, потому что я думала, что она проедет по моей ноге. Это очень страшно. Короче, штаны мои закончились, я в них буду спать. Все! Все! Взорвалась! Взорвалась хлопушка ваша! Я так млію за тобою, як ніколи ніхто ні. Так сидію за тобою, що не мушу казати слів. В этот день мы уехали на Пелопоннес, чтобы увидеть Каринфский канал. Каринский канал соединяет два залива. Залив Эгейского моря и залив Ионического моря. Каринский канал является самым узким судоходным каналом в мире. Если нам повезет, то застанем, как судно идет по каналу. Не знаем расписание. Многие люди приезжают именно, смотрят в интернете, когда что-то будет проходить. Мы приехали в Лутраки, городок небольшой на берегу Ионического моря. Сейчас пройдемся по набережной, там есть красивый Лутраки бич-парк. Погуляем, ну и потом где-то уже на пляж упадем. И сегодня наконец-то нет ветра. Сегодня будем лежать и загорать. Здесь длинная набережная и таверна за таверной. В одну из них мы зайдем немножко попозже. Водичка сегодня довольно-таки нормальная. Я думаю, что градусов 19 есть. Сегодня все будем купаться. Я буду нырять. Даже не холодно. Здесь рядышком на бережку. Мы с Алисой идем плавать. Холодно! А знаешь, привыкаешь. Плывешь и привыкаешь. Я обожаю греческие таверны. К чему приучаем ребенка, да? Все, давай, пей водичку, пей.
Взяли у Ставроса огромный зонт, такой, как в барах ставят. Не знаю, как сейчас мы его вкопаем, что у нас получится. Зонт, конечно же, мы поставить не смогли, это нереально. Но зато мы сделали вот такой тенек. Ай, течет. Сегодня мы додумались детям сделать сзади отдельную норку, и нас не мучают. Дают нам позагорать, полежать спокойно, без вот этого постоянного мам, 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 мам. Сегодня просто шикарная погода. Она, наверное, такая, потому что завтра Света уезжает уже в Одессу домой. И Греция провожает ее таким солнышком, весенними крокусами и теплым морем. Греция меня встретила очень хорошо, погодка была теплая. И провожает она меня такой же шикарной погодой, в таком красивом месте. Я буду немножко грустить и скучать. И надеяться, что я еще приеду сюда не один раз. Очень красиво тут прям вообще. Здесь в расщелине просто огромное количество морских ежиков, вот таких. Много-много-много. И так, если не знать, можно ногой встать. Но эти более-менее безопасные. А можно потрогать такого? Я когда-то здесь была, я вспомнила это место. Ночью со Ставросом на байке сюда приезжали. Там очень глубоко, туда нельзя близко подходить, поняла? Идем дальше. А сейчас я хочу показать вам мое самое любимое место в Северной Греции у македонской границы – термальные источники Лутра-Позар. Горячие водопады бьют с гор, образуя вот такие термальные ванны. Место просто нереальной красоты. И я не могу вам передать всю эту красоту через видео. Это нужно просто увидеть. Утром хорошо здесь, потому что очень немного людей. Вот мы и еще одна пожилая пара иностранцев. Больше никого сейчас нет. Сегодня понедельник, и мне кажется, что лучше всего приезжать сюда именно в будний день, потому что наверняка в выходные съезжаются местные греки, и людей значительно больше. А еще я хочу сказать, что из всех термальных источников, в которых мы были в последнее время, это место мне понравилось больше всего. Я очень благодарна моим постоянным подписчикам, которые смотрят нас долгие годы, а также всегда приятно, когда приходят новые люди. Благодаря вашей поддержке и теплым словам хочется продолжать развиваться и показывать вам все новые и новые красивые места.